Сегодня я поехала на самую популярную экскурсию в Калининградской области, на Куршскую косу. Сейчас я вам покажу, как выглядит национальный парк. Экскурсии бывают индивидуальными, в мини-группах и автобусными. Я выбрала тур в мини-группе. Понравилось соотношение цены и комфорта. Нас в машине было 5, мы вдвоем, еще одна пара туристов и наш гид Артур. Маршрут экскурсии на Куршскую косу прописан заранее, но кое-что мы корректировали по ходу движения. Например, решили посмотреть форт и рыцарский замок. Обычно их нет в программе. Мы приехали смотреть форт номер 3. Идем по лесной тропинке, чтобы найти классное местечко. Калининград окружен старыми фортами и замками. Сохранились, к сожалению, немногие. Форт номер 3 сейчас на реставрации. Отсюда мы поехали к самому знаменитому замку Калининграда. Мы сделали остановку возле замка Ниссельбек. Здесь находится отель и ресторан, то есть у вас есть возможность реально пожить в замке. Прикольное приключение. Сделали фотографии, полюбовались сами. Решили когда-нибудь побывать внутри и поехали осматривать выставку военной техники под открытым небом. Гид рассказал нам обо всех моделях, но из машины мы решили не выходить. Затем мы отправились в национальный парк Куршская коса. За разговорами о достопримечательностях Калининграда получасовой путь пролетел незаметно. Говорят, на Куршской косе водятся дикие животные. Вот и первый обитатель национального парка. Мы сразу подружились. Остановились, чтобы пройти по тропинке на смотровые площадки и погулять по песку. В воздухе пахнет свежестью. Если вы живете в мегаполисе, вы сразу ощутите контраст. Это уже стоит того, чтобы съездить на Куршскую косу с экскурсией. Первая остановка – это Королевский Бор и смотровая площадка. Мы сразу вышли к Балтийскому морю. Куршская коса – природное чудо Калининградской области. Песчаная полоса тянется на 98 километров. Как и весь заповедник, пляж поделен пополам между Россией и Литвой. На экскурсии на Куршскую косу можно не только красивыми местами полюбоваться, но еще и что-то полезненькое узнать. Вот тут, например, обитатели Балтийского моря. Смотрите, какой прикольный, какой хороший. Встретить бы его сегодня. Мы уже успели встретить сокола, но хозяин леса не терпит конкуренции. Здесь вы доходите до первого поворота направо. Интересная тропа, интерактивные местные художники. Свои произведения выставили справа-слева и дорожку сделали только к чемпионату мира. Раньше ходили по обычной земле. Идем осматривать сказочный Королевский Бор. Этот лес вырос не сам. Деревья привезли и посадили. В нем разводили оленей, косуль, зайцев и других зверей, чтобы прусские короли могли тут охотиться. Это и спасло Куршскую косу от песчаной катастрофы. Деревья сохранились, а звери иногда выходят к людям. Мы взяли экскурсию в мини-группе, и у нас фактически получилось, как будто она индивидуальная. Нас всего 4 человека, и экскурсовод обсуждает вместе с нами маршрут, как бы подстраивает его под нас. Вот сейчас мы гуляем, никуда не торопимся. Где хотим подольше задержаться, задерживаемся. Если хотим побыстрее, то даже не выходим из машины просто. Я очень рада, что выбрала вот именно такой формат экскурсии. Это просто супер, всем советую. Ссылочку на тур по Куршской косе в мини-группе оставлю в описании к этому видео. Надеюсь, вам пригодится. Большая часть природных объектов национального заповедника Куршская коса находится под охраной Всемирной организации ЮНЕСКО. А еще у заповедника уникальный ландшафт. Во время экскурсии на Куршскую косу вы сможете побывать в степи, тундре, лесу, пустыне, на болотах, песчаных пляжах и лугах. И это всего за несколько часов. На обед мы заехали в рыбный ресторан. Попробовали блюда балтийской кухни, насладились атмосферой, а потом зашли в янтарную лавку за необычными украшениями. Во время экскурсии мы побывали в таких местах Калининградской области, о которых мало кто знает.
Через поселки мы выходили то к Куршскому заливу, то к Балтийскому морю. Сделали десятки классных фотографий и даже случайно попали на съемочную площадку. Оказывается, на Куршской косе часто снимают фильмы. А следующей остановки я ждала больше всего. Давно мечтала побывать в загадочном танцующем лесу. Это место часто показывают в мистических документалках. Следующая остановка – это танцующий лес. Никто не знает, почему он танцует. Это загадка, почему деревья здесь вот так закрутились. Это самое загадочное место Калининградской области. Ученые до сих пор не разгадали, почему стволы деревьев на Куршской косе закрутились в спираль. Что это? Воздействие ветра, проделки насекомых, искажение магнитного поля или что-то мистическое? Мне нравится последняя версия. Говорят, в танцующем лесу одни люди чувствуют душевный подъем, а другие теряют силы. Я испытывала только радость от исполненной мечты. Наш гид рассказал, что при изучении леса ученые пытались вывести закрученные сосны в других местах. Экспериментов было много, все провалились. А мы уже на следующей точке. А сейчас мы приехали смотреть самую красивую часть Куршской косы, откуда все делают просто потрясающие снимки. Это дюна Эфа. Сейчас все покажу вам. Это одна из самых высоких дюн в Европе. На ней оборудовано 3 смотровых площадки. Можно сразу идти на последнюю, самую высокую. На дюне Эфа окончательно понимаешь, что национальный парк Куршская коса – это однозначно лучшая природная достопримечательность Калининградской области. Бесконечная береговая полоса, сказочный лес, буйное Балтийское море и мягкие песчаные дюны. Я чуть не плакала от счастья, глядя на эту красоту. Какая же все-таки красивая Россия! Какие потрясающие места есть в Калининградской области! Они кажутся неземными, придуманными. Я желаю каждому из вас увидеть их своими глазами. Все-таки не зря Куршская коса – это самая популярная экскурсия в Калининградской области. Это такое место, в котором точно нужно побывать каждому. Мне здесь очень-очень сильно понравилось. Здесь такая природа, такой вообще мощный заряд энергии отсюда увозишь. Обязательно побывайте. Ссылочку я вам оставлю внизу на экскурсию, с которой я была. А пока подписывайтесь на мой канал. Я буду делать выпуски о Калининградской области и дальше. Пока! Если вы бывали на литовской части Куршской косы, поделитесь впечатлениями в комментариях. Говорят, она отличается от нашей. И не забудьте поставить лайк, если вам понравился национальный парк и места, которые я вам показала.